Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Каждый день она сталкивалась с опасностью, добывая воду для своей больной матери, пока ее не нашел человек-странник. Я всегда думал, что галактика полна шума, выстрелов, ревущих двигателей, криков приказов через радиопомехи. Но в тот день меня поразила тишина. 3 дня в ловушке на Тиралии 9. 3 дня, когда жара жгла мой доспех, пыль царапала глаза, а во рту все еще оставался вкус сожженного металла после того, как мой челнок упал в огне. Я думал, что пустыня больше не сможет меня удивить. Я ошибался. Звезды Проксимы Центавра палили, словно расплавленные иглы, по бесплодным равнинам, пока я прятался за ржавым выступом. Мой визор мерцал, прицельный модуль едва держался после крушения. Сквозь искажения я наблюдал маленькую фигурку, осторожно пересекавшую овраг внизу. Сначала я подумал, что это мираж от жары. Возможно, обезвоживание. Возможно, усталость. Но нет, фигура была настоящей. Ребенок. Одна. Я пробормотал проклятие, вытирая пот со лба. Что, черт возьми, делает ребенок здесь? Это место — смерть для взрослых солдат, не говоря уже о ребенке. Ей едва было 5 или 6 лет. Небесно-голубая кожа. Серебристые волосы, мерцающие как иней под пустынным солнцем. И в крошечных руках она тащила контейнер с водой почти размером с нее саму. Каждый шаг выглядел как битва, которую ей не следовало выигрывать, и все же она шла дальше. Не человек. Определенно не человек. Но достаточно умна, чтобы знать, где оазис. Достаточно смело, чтобы идти одна. И достаточно отчаянно, чтобы идти на риск, который сжимал мое сердце. Моя лошадь, Максимус, сдвинулась позади меня. Большой боевой жеребец фыркнул, настороженный. Даже он почувствовал что-то неладное. «Спокойно, мальчик», — прошептал я, поглаживая укрепленную шею. «Мы не должны ее пугать». Я приблизил прицел. Ее путь проходил опасно близко к гнезду песчаных гадюк, отвратительных рептилий с ядовитыми клыками, способными сбить взрослого воина с ног за секунды. Я напрягся. Рука инстинктивно потянулась к штурмовой винтовке. Но прежде чем я успел вмешаться, маленькая девочка остановилась. Посмотрела на землю. Наклонила голову, словно услышала что-то, чего я не слышал. Затем она поставила воду, подняла камень и бросила его в сторону гнезда. Земля взорвалась шквалом чешуи и клыков, когда гадюки дико реагировали на отвлечение. Она обошла их стороной, быстро, осторожно, точно. Я невольно приоткрыл рот. Умная девчонка. Этот мир хотел ее смерти, но она не давала ему удовлетворения. Я оседлал Максимуса и последовал за ней с более высокой гряды, оставаясь в тени. Песок пустыни заглушал звук копыт боевого коня. Девочка даже не заметила. Почти час я следил за ней через дюны и трещины камня, пока она не дошла до жилища, если это можно было так назвать. Лачуга, сколоченная из старых частей корабля и местного камня. Полузарытая, полуразрушенная. Держалась лишь на надежде и упорстве. Воздух вокруг был тяжелым. Как будто печаль имела вес. Я подошел пешком, молча по привычке. Сквозь щель в стене я увидел, как она опустилась на колени рядом с инопланетянкой. Кожа того же небесно-голубого цвета, но выцветшая, почти серая. Дышала поверхностно. Глаза стеклянные от температуры. Маленькая девочка прошептала. «Я принесла воду, мама. Источник ниже сегодня». Мне пришлось зайти глубже. Женщина попыталась улыбнуться, но даже это казалось болезненным. Мне не нужен был сканер, чтобы распознать проксимскую лихорадку. Безопасно для людей. Разрушительно для ее вида. Без лечения всегда смертельно. Девочка, Алисия, как назвала ее мать, подняла голову матери и помогла ей пить. Маленькие руки. Уверенные руки. Руки, научившиеся ответственности слишком рано.
Что-то скрутилось глубоко в груди. Я видел смерть. Много. Но это... Маленькая девочка, сражающаяся с миром одна ради единственной семьи, что у нее осталось. Это ударило сильнее любого поля боя. Я отошел от стены, стиснув челюсть. «Черт!» — пробормотал я. «Ладно, ладно. Достаточно наблюдать». Я подошел к Максимусу, взял аптечку и пошел к лачуге открыто. Алисия мгновенно появилась в дверях, дрожащая, но смелая. В руках у нее был грубый нож из обломков металла. «О, отойди!» — закричала она. «Я буду сражаться!» Боже, она не весила больше 30 фунтов мокрой, но стояла как солдат. Я поднял пустые руки. «Спокойно. Я не хочу навредить тебе или твоей матери». Она не поверила мне. Еще нет. Ее глаза метнулись на эмблему на моей броне, изрезанную, полупогоревшую и едва держащуюся. «Меня зовут Джеймс Харкер», — сказал я спокойно. «Я видел, как ты несешь воду. Я подумал, может, тебе нужна помощь». Ее нож дрогнул. Надежда боролась со страхом на ее лице. «Мама больна», — прошептала она. «Я знаю», — сказал я мягко. «У меня есть лекарства. Они могут помочь». Тишина. Долгая, тяжелая тишина. Затем она отошла в сторону. Все еще напуганная. Все еще готовая нанести удар, если я сделаю неверный шаг. Но она впустила меня. И именно в этот момент все начало меняться. Внутри мать, Лала, подняла на меня глаза, фиолетовые, стеклянные от лихорадки. «Кто вы?» — хрипло спросила она. «Тот, кто может помочь», — ответил я, опускаясь на колени. «Если вы позволите». И она позволила, потому что у нее не было другого выбора. Потому что ее дочь нуждалась в ее живой матери. Потому что даже в галактике, полной войн и иногда чужой человек, все, что у тебя есть. Когда я полностью вошел в это полузарытое убежище, меня первым ударил запах. Не гниль, не смерть. Что-то хуже, тихий, удушающий аромат жизни, медленно ускользающий. Лачуга была тускло освещена, лишь треснувшая аккумуляторная батарея питала мигающую лампу. Подручные ящики служили мебелью. Кухонный уголок был холодным. Ни еды, ни тепла, только тонкая постель, где мать вела бой, который не могла выиграть в одиночку. Она подняла на меня взгляд, фиолетовые глаза затуманены лихорадкой, но все еще достаточно острые, чтобы определить, принесет ли мужчина, входящий в ее мир, спасение или опасность. Я медленно опустился на колени рядом с ней. «Я Джеймс Харкер», — тихо сказал я, разведчик тиранских галактических сил. Ее дыхание застряло, страх, удивление, усталость, возможно, все сразу. Ее голос был едва слышен. «Почему? Человек будет помогать нам». Я пожал плечами и поставил аптечку. Казалось, это правильное решение. Странная вещь в галактике. Можешь годами воевать, пересекать кровавые линии фронта, смотреть, как горят города. И все равно не потерять человечность. По крайней мере, не полностью. Алисия стояла как крошечный защитник, нож дрожал в ее руках. Ее большие серебристые глаза следили за каждым моим движением, острые, как у обученного стража. Этот нож не поцарапал бы мою броню, но она была готова умереть, пытаясь. И черт возьми, я уважал ее за это. Я открыл аптечку. Засов щелкнул громко в тишине, и Алисия вздрогнула, сжимая нож крепче. «Все в порядке», — мягко сказал я. «Никаких сюрпризов. Только лекарства». Я активировал портативный сканер и навел его на грудь Лалы. Дисплей мигнул, издал звуковой сигнал и прокрутил данные по экрану. Проксимская лихорадка. Продвинутая стадия. Обезвоживание. Недоедание. Вторичное напряжение легких. Она болела уже недели. Я посмотрел на Алисию. «Твоя мама сильная», — сказал я, — «настоящая сила. Но ей нужна помощь прямо сейчас.
Девочка тяжело проглотила, голос дрожал. Лекарство навредит ей. Я встретился с ее испуганными глазами. Немного, признался я, но это поможет ей жить. Она замялась. Затем кивнула, крошечная, но твердая. Разрешение дано. Я приготовил инъекцию. Лала смотрела на меня с странным смешением страха и любопытства. «Человеческое лекарство», — слабо прошептала она. «Оно сработает на проксиманке». «Должно», — честно ответил я. «Ваша физиология достаточно близка». Я обработал ее руку антисептиком, она вздрогнула. Алисия подошла ближе, крепко сжимая руку матери. Я сделал инъекцию. Лала вздохнула, спина выгнулась, дыхание сбилось. Алисия замерла, словно ее маленький мир в этот момент разрушился. Я поддержал плечо Лалы. «Спокойно. Спокойно, дыши. Это худшее уже позади. Лихорадка спадет». Ее дыхание постепенно выравнивалось, каждый вздох — маленькая победа. Я смешал питательный раствор из своих запасов выживания, густой, укрепленный, чертовски горький, но спасительный. Алисия с тревогой наклонилась. «Поможет? Она снова станет сильной», — сказал я. «Держи ей голову». Маленькая девочка сделала это с той спокойной точностью, которую приобретают, когда в детстве заставляют взрослеть слишком рано. Я медленно влил раствор, и Лала глотала небольшими дрожащими глотками. Когда мы закончили, ее глаза снова слегка раскрылись. «Почему?» — прошептала она. «Почему ты берешь на себя заботу о чужих?» Я посмотрел на нее внимательно. Ее красота была нечеловеческой, но неоспоримой. Радужная кожа ловила слабый свет лампы, тонкие черты лица дрожали от лихорадки, фиолетовые глаза все еще держали вызов, несмотря на слабость. Но это не имело значения. Важна была девочка, которая каждый день рисковала жизнью ради спасения этой женщины. «Не бремя», — тихо сказал я, — «просто правильный поступок». Ее губы изогнулись в слабой, болезненной улыбке. «Люди странные». Так я слышал. Ночь опустилась на Тиралию 9. И с ней пришел холод. Люди думают, что пустыни горячие. Они забывают, что после заката они — замерзшие могилы. Лала погрузилась в лихорадочный сон. Алисия свернулась рядом с ней, не желая покидать сторону матери. Я вышел на прохладный ночной воздух и начал устанавливать сигнализацию по периметру. Стандартная, короткого радиуса, срабатывающая на движение, достаточно громкая, чтобы разбудить мертвых. Алисия последовала за мной, любопытство отражалось в каждом ее шаге. «Ты воин?» — спросила она, указывая на мою винтовку. Я усмехнулся. Что-то вроде того. Мама говорит, что воины защищают людей. А иногда, ответил я после паузы. А иногда они забывают, зачем начали сражаться. Она не поняла, но все же кивнула. Через мгновение она задала вопрос, который задают дети, видевшие слишком много. «Моя мама умрет». Этот вопрос ударил меня сильнее всего. Я опустился на колени, чтобы не казаться ей слишком высоким. «Нет», — сказал я твердо, — «если я смогу помочь». Я лечил лихорадки хуже ее. Ее глаза заблестели. Не от слез, нет, Алисия давно научилась их глотать. А от надежды. Надежды, которой ни на что было опереться. Надежды, за которую она все равно цеплялась. Внутри Лалы лихорадка бушевала всю ночь. Я сидел рядом, менял компрессы, корректировал дозу, наблюдал, как грудь поднимается и опускается в нерегулярном ритме. Часы тянулись, как дни. Максимус пасся снаружи, оставаясь тихим стражем. Луны Тиралии 9 проливали бледный свет сквозь трещины в потолке лачуги. И там я сидел, закаленный войной человек, наблюдая за инопланетной матерью и ее храброй дочерью. Смешно, но война не подготовила меня к этому. Ни к тихим моментам, ни к хрупкой жизни, ни к ответственности, которая вдруг заструилась по моим венам. Я снова проверил ее жизненные показатели. Лучше. Немного.
Достаточно. Я медленно выдохнул. Она переживет ночь. Когда рассвет окрасил землю мягким фиолетовым светом, я посмотрел на спящие фигуры матери и ребенка. Маленькая синяя рука Алисии крепко сжимала руку матери. И впервые с момента крушения моего челнока я не чувствовал себя брошенным. Я чувствовал цель. Окей, она вскочила так быстро, что едва не врезалась мне головой. Ее глаза метнулись к матери. «Мама! Мама, ты дышишь? Все в порядке. Больно еще?» Лала слабо улыбнулась и провела рукой по волосам дочери. «Я здесь, маленькая звездочка. Благодаря ему». Алисия повернулась ко мне, подбородок поднят, плечи расправлены, пытаясь выглядеть старше, чем она есть. «Спасибо», — сказала она голосом слишком формальным для ребенка. Но она еще не в безопасности. Я моргнул, впечатленный. «Ты права. Ей нужен отдых, еда, вода. И вам обеим нужно безопаснее место». Алисия нахмурилась. Безопасного места нет. И, черт возьми, она была права. Тиралия-9 была трупом мира. Опасная, беззаконная, забытая. Другие придут за вами. Когда Лала была достаточно сильна, чтобы сесть, она посмотрела на меня с такой серьезностью, которая принадлежала человеку, потерявшему все. «Джеймс Харкер», — тихо сказала она, — «помогать нам будет опасно для тебя». Я фыркнул. «Леди, меня сбивали с неба, за мной охотились, я оказался в ловушке и меня чуть не съел песчаный змей на прошлой неделе. Думаю, я справлюсь». Но ее выражение оставалось серьезным. Драконийские разведчики патрулируют этот регион. Они ищут беженцев вроде нас. Они не прощают тех, кто сбежал. Я сжал челюсть. Пусть приходят. Она посмотрела на меня с такой интенсивностью, что это прорезало утренний воздух. Ты не понимаешь. Они приходят не убивать. По спине пробежал холодок. Тогда зачем они приходят? Глаза Лалы потемнели. Чтобы забрать. Алисия вздрогнула рядом с ней. И этого было достаточно, чтобы все стало ясно. 3 дня исцеления. Следующие дни прошли в странном ритме. День одного, возвращение сил. Лала могла стоять с поддержкой. Лихорадка прошла. Аппетит возвращался медленно. Алисия задавала мне вопросы каждый час. «Твоя винтовка тяжелая. Твоя лошадь понимает слова. Почему твоя броня выглядит грустной?» Я не смог удержаться от смеха. День 2. Обучение Алисии. Я учил ее распознавать безопасные растения, избегать гнезд песчаных змей, ставить простые сигнализации. Она впитывала все как губка. День 3. Появляется новая угроза. Утром Максимус топал ногами по земле. Уши насторожены, ноздри раздулись. Боевой конь так себя ведет только по одной причине. Движение. Близко. Незнакомое. Я вышел наружу, визор сканировал ущелье. Тепловые сигнатуры. 3. Гуманоиды, в броне, двигаются в строю. Драконийские разведчики. Живот сжался. Они на этом мире. Они близко к нашему убежищу. И они быстро приближаются. Я повернулся и снова вошел в лачугу. Лала увидела мое лицо, и ее выражение замерло. Они идут, не так ли? Я кивнул. Маленькая рука Алисии нашла руку матери. Ее голос дрожал. Они придут за нами. Я посмотрел на обеих. На страх. На уязвимость. На жизни, которые не заслуживали жестокости, преследующей их. И в этот момент решение стало кристально ясным, острым, твердым, непоколебимым. «Они не заберут ни одну из вас», — сказал я. «Пока я дышу». Губы Лалы слегка приоткрылись, тихий шепот вырвался. «Почему ты рискуешь жизнью ради нас?» Я не отводил взгляд. «Потому что никто другой не должен был заставлять вас сталкиваться с этим в одиночку». Тишина перед бурей. Я включил броню. Проверил импульсную винтовку.
Зарядил новый энергетический блок. Отправил Максимуса в оборонительную позицию. Пустынный ветер выл снаружи, поднимая пыль. Я стоял в дверях, наполовину в тени, наполовину на солнце, ощущая тяжесть момента. Позади меня Алисия прошептала: «Джеймс, ты вернешься». Я не обернулся. Не мог. Но мой ответ был тверд. «Обещаю». И в этой одинокой, потрепанной лачуге я имел в виду каждое слово. Тишина на борту военного корабля — странное явление, особенно на таком старом, как Иджис Краурн. Корабли этой древности обычно стонали, гудели, дрожали или шептали сквозь переборки, словно беспокойные призраки. Но теперь, когда огни стабилизировались, сменив багровый аварийный оттенок на ровный белый свет, Далтон почувствовал, что корабль задержал дыхание, словно он тоже слушал. Мы стояли вокруг разрозненной голограммы, мерцающей над командным столом. Лицо Титана, искаженное повреждением данных, изрезанное веками разложения, наблюдало за нами глазами, как у коллапсирующих звезд. «Ваша раса», — сипела фигура, голос ломался. «Вы стоите там, где никто не стоял, без приглашения». Далтон сделал шаг вперед, стиснув челюсть. «Мы не пришли ничего красть. Мы пришли, потому что кто-то пытался нас убить. Вы видели нарушение в внешнем секторе». Голова Титана повернулась. Голограмма зашуршала. Да, аномалия обнаружена, 10 лет назад, растет. 10 лет. Та же временная линия, что и катастрофа в Абаддон-Дрифте. Титан не просто подтверждал нашу теорию, он переписывал все, что мы считали известным. Копье Карессы вибрировало на спине, реагируя снова на голограмму. Она прикоснулась к древку, шепча что-то на родном языке. Глаза Титана мигнули в ее сторону. Рожденная Ардентом, несущая оружие, выкованное моими детьми. Каресса напряглась. «Ваши дети. Титаны создали оружие Ардентов». «Нет», — шептала голограмма. «Они создали нас». Тишина поглотила комнату целиком. «Каресса», — прошептал Далтон, — «Арденты не были первыми владельцами». Она медленно покачала головой, глаза прикованы к видению. «Мой народ верил, что копия старше нашей истории, но это меняет все». Голос Титана снова зазвучал монотонно. «Оружие, которое вы несете, было создано в последние дни. Отчаянный шаг, чтобы остановить то, что приближалось». Комната похолодела. Я наклонился вперед. Что приближалось? И голограмма замерла. Затем треснула. Затем исчезла. Резкая тревога пронзила командный мост, и консоли вокруг мигнули предупреждениями на давно мертвых языках. «Черт возьми!» — выругался Далтон. «Что мы вызвали?» Фэй подошла к терминалу. «Не мы. Что-то внешнее перехватывает протоколы блокировки корабля». «Внешнее?» — спросила Каресса, сжимая копье. «Кто может иметь ключи от титановского военного корабля?» Фэй не ответила сразу. Ее экран заполнили каскады символов. Она пыталась их расшифровать, но каждая строка мгновенно перерабатывалась в новые узоры быстрее, чем она успевала их обработать. Потом она перестала печатать. Ее лицо побледнело. «Это тот же сигнал», — прошептала она. «Та же аномалия, что поразила Абаддон-Дрифт». Температура упала еще на градус. Далтон ударил кулаком по консоли. «Ты говоришь, что то, что уничтожило целый флот, взламывает древний титановский корабль». «Нет», — поправила Фэй, голос дрожал. «Оно уже внутри». Глухой металлический звон эхом раздался глубоко внутри корпуса. Металл ударял о металл. Каресса мгновенно повернулась к звуку. Движение. Еще один звон, ближе. Волосы на руках зачесались. Этот звук был не механическим. Он был намеренным, ритмичным, как шаги. Далтон резко взял командование. «Оружие готово. Фэй, Аурелия, ко мне. Двигаемся к центральному коридору». Каресса и я последовали за ним. Пульс стучал в ушах, словно гром.
Когда мы вступили в главный коридор, огни снова замигали, на мгновение показывая что-то высокое и искаженное на дальнем конце коридора. Я не был уверен, была ли это тень или фигура. Далтон поднял винтовку. «Назовись». Огни вспыхнули полной яркостью. Ничего нет. Но металлическая обшивка показала длинные, глубокие царапины, свежие, которых раньше не было. Как будто что-то тяжелое провело когтями по полу. Карисса резко вдохнула. Это не технология титанов. Это живое. Холодное давление давило на виски, как статический гул в голове. Я быстро моргал. «Кто-нибудь еще это ощущает?» — спросил я. Далтон фыркнул. «Ощущает что? Это давление. Как будто что-то думает о нас». Карисса посмотрела на меня, затем кивнула. «Я тоже чувствую». Фэй вздрогнула. Что-то пытается передать. Или вторгнуться. Я не уверена. Голографические проекторы в коридоре включились сами собой, и голограмма Титана снова появилась, но искаженная, будто борется за контроль. «Уходите», — задыхаясь, сказала она. «Вы должны уйти». Далтон подошел ближе. «Почему? Что приближается?» Голова Титана резко дернулась, прерывисто меняясь кадрами. «Оно пробудилось. Оно знает, что вы здесь». Карисса подняла копье. «Что это?» Голограмма стабилизировалась на один ужасный миг. Призрак пустоты. Все огни на корабле погасли одновременно. Полная, удушающая тьма поглотила нас. На мгновение никто не дышал. Затем мы услышали это. Скрежет. Медленный. Ритмичный. Приближается. Фэй прошептала. Он в коридоре. Далтон включил свет визора. Узкий луч прорезал тьму и упал на искажение в воздухе. Как горячий воздух над асфальтом. Как сгибающаяся реальность. Затем из тьмы вырвалась фигура. Высокая. Угловатая. Конечности слишком длинные. Тело казалось наполовину эфемерным, наполовину плотным. Поверхность колыхалась, словно жидкая тень. Когда лицо стало видно, я ощутил, как разум отступает. Глаз не было. Просто пустота, где должно было быть лицо. Далтон открыл огонь. Пули прошли сквозь него. Голова существа резко повернулась к нему, и давление в моем разуме взорвалось, словно крик. Далтон пошатнулся, хватаясь за голову. Карисса рванула с копьем, которое вспыхнуло белым жаром при ударе. Сущность отступила, беззвучно визжа, когда копье прорезало светящуюся рану в ее торсе. Оно упало назад, конечности перекрутились, затем растворилось в статической мгле и исчезло. Просто так. Исчезло. Далтон потер виски, бледный. Что, черт возьми, это было? Карисса тяжело дышала. Легенды ардентов называют их призраками. Детьми пустоты. Охотниками за разумом. Голограмма Титана снова мигнула, бледная и умирающая. Вы не должны были видеть это. Оно ищет разумы. Оно поглощает цивилизации. Оно заставило нас сжечь собственные миры. Мое сердце едва не остановилось. «Титаны не пали из-за войны», — прошептал я. «Они пали из-за этого». «Да», — сипел голограмма. «И если оно выбралось из дрифта, оно пожрет вашу расу следующим». Лицо Далтона исказилось от ярости. «Как мы его остановим?» Голограмма яростно мигнула, ее форма разрушалась. «Вы не можете остановить рану. В реальности Титан исчез полностью». Что-то пульсировало глубоко в ядре корабля, накопление энергии, как реактор, пробуждающийся после эонов. Глаза Фэй расширились. Корабль только что активировал что-то. Думаю, это блокировка файлсерфей. Далтон резко сказал. То есть, он собирается самоуничтожиться. Мы замерли. Копье Карессы снова вибрировало, сильнее на этот раз, будто реагируя на что-то под нами. Затем она прошептала то, что я никогда не забуду.
А оно не активирует самоуничтожение. Оно активирует оружие. Далтон уставился на нее. Оружие для чего? Чтобы убить призрака, мягко ответила она. Или убить то, что он преследует. Далтон проглотил. Так кто цель? Кариса указала светящимся копьем в сердце корабля. Мы. На мгновение никто из нас не двигался. Лицо Далтона было каменным, челюсть сжата, глаза следили за направлением, куда Кариса указывала своим копьем. Гул под нашими ботинками усилился, вибрируя через настил, как биение сердца, поднимающееся из недр планеты. «Корабль нацеливается на нас?» — тихо спросил Далтон. Кариса опустила наконечник копья, прищурив глаза на пульсирующий свет. «Не на нас, конкретно. На что-то, что мы несем». Ее взгляд сместился на копье в ее руках. Аурелия сделала шаг вперед, голос низкий. Оружие распознает энергетический сигнал. Что бы ни предназначался этот корабль уничтожить, твое копье создано для борьбы с этим. Кариса напряглась, словно слова ударили ее по телу. Тогда почему оно нацелилось на меня? Фэй быстро подключилась к ближайшему терминалу. Оно не на тебя. Ее пальцы мчались по клавишам. Оно на то, что твое копье поглощало с момента нашего прибытия. Мое сердце сжалось. Давление в наших умах. Присутствие, которое мы ощущали. Фэй кивнула. Призрак не просто атаковал нас физически. Он оставил психический след. И твое копье впитало его часть. Кариса молча уставилась на оружие. Далтон выдохнул. Значит, корабль думает, что враг внутри копья. В коридоре прозвучала сирена, длинная, глубокая и финальная. Фэй побледнела. Фейлсейф почти заряжен. У нас есть минуты, возможно, меньше. Далтон стиснул зубы. Варианты. Бежать, сказала Аурелия. Бороться, добавила Кариса. Вести переговоры, сказал я. Далтон повернулся ко мне. Вести переговоры с призрачным кораблем, который хочет нас испарить. Нет, я тяжело сглотнул. Вести переговоры с Титаном. Остальные смотрели на меня, как будто у меня выросла еще одна голова. Я продолжил. Голограмма не исчезла полностью. Она мерцала даже после того, как призрак исчез. Это значит, что часть ядра и все еще активна. Фэй внезапно шагнула вперед, глаза расширились. Он прав. Сознание Титана не было просто транслировано, оно встроено. Оно все еще в командном узле. Далтон резко кивнул. Тогда идем в командный узел. Сейчас. Бег сквозь горло льва. Мы мчались по коридору, когда корабль снова задрожал, сильнее, громче. Фейлсейф был на секунды от полной зарядки. Белые энергетические щупальца трещали по стенам. Далтон кричал сквозь сигнализацию. «Все наготове. Если этот призрак вернется». Кариса кивнула мрачно, сжимая копье так, что костяшки побелели. Мы достигли камеры командного узла. Двери были наполовину запечатаны временем и коррозией. Далтон пнул, Кариса толкнула, и древний металл скрипнул, открываясь лишь настолько, чтобы мы протиснулись. Внутри кабели свисали, словно лианы, над троном из разбитого кристаллостали. Голографические осколки лениво парили вокруг центрального пьедестала, слабо светясь. Лицо Титана снова мелькнуло над ним. «Вы вернулись», — шептало оно, голос угасал. Даже когда оружие готовится, Далтон сделал шаг вперед. «Послушайте, ваш фейлсейф некорректно откалиброван. Призрак нас отметил, да, но мы не враги». Голова Титана дернулась. «Инфекция, разрушение, цепляются. Тогда очисти инфекцию», — сказала Кариса, поднимая копье, «но не сжигай весь лес». Голограмма Титана мигнула, сильно глючила. Оружие не различает друга от врага. Фэй взломала вторичный консоль. Тогда переопредели его. Ты была военным и, у тебя должны быть командные протоколы.
Глаза Титана слегка вспыхнули. «Недостаточно мощности. Тогда возьми нашу», — сказал я, прежде чем остановиться. Все обернулись ко мне. Я шагнул ближе. «Вы сказали, что призрак питается мыслями. Умами. Тогда используй наши умы. Для переопределения команд тебе нужна лишь вычислительная мощность». Далтон выругался. «Это может спалить твой мозг». Я вынудил себя улыбнуться. Не худшее, что этот корабль сделал со мной. Долгая тишина. Затем Титан заговорил. «Храбрый или глупый, требуется и то, и другое». С пьедестала вырвался свет, формируя щупальца мерцающей голубой энергии, закручивающейся к моим вискам. Карисса схватила мою руку. «Тебе не нужно это делать». Я встретился с ее глазами. Мы все делаем глупости, когда загнаны в угол. Она не отпускала. Я мягко вырвался и шагнул в луч. Ментальный мост. Холод. Затем жар. Затем ни то, ни другое. Я почувствовал, как разум растягивается, словно его тянут через игольное ушко. Вспыхнули образы города титанов, звездные кузни, пылающие как мини-солнца, флоты, способные заслонить галактики. Я почувствовал их гордость, их печаль, их исчезновение. И затем я почувствовал его, призрака, не физического, не живого, скорее голод, принявший форму отчаяния. Он почувствовал меня. Он закричал. Мой череп словно раскололся пополам. Я сопротивлялся, используя все, что у меня есть: воспоминания, страхи, упрямое нежелание умирать, против пустоты. Сознание Титана присоединилось ко мне, стабилизируя ментальный мост, как леса вокруг падающей башни. «Переопределение принято», — шептал Титан в моем разуме. Всплеск энергии пронесся через корабль. Пробуждение уже. В физическом мире командный узел взорвался светом. Карисса закрыла глаза. Далтон удерживался, пока пол дрожал. Фэй кричала сквозь рев. Фейлсейф перенастраивается. Луч чистой белой энергии вырвался из ядра корабля, мчась по древним каналам. Фейлсейф больше не нацеливался на копье. Он нацелился на след внутри него. След призрака. Карисса направила копье в центр камеры. Оно засияло, накопленная порча горела черным пламенем. Корабль зафиксировался на нем. Далтон крикнул: «Держитесь!» Колонна белой энергии ударила с потолка, по копью. Карисса закричала, но удержала оружие. Черное пламя извивалось, скручивалось, разрывалось, когда луч прожигал его. Звук, хотя и беззвучный, сотрясал кости. И затем все закончилось. Копье потухло. Воздух успокоился. Ментальное давление исчезло. След призрака исчез. После вкорла К. Голограмма Титана вновь появилась, впервые стабильная. «Вы преуспели», — сказал он четче. «Порча очищена. Фейлсейф возвращается в сон». Далтон сделал шаг вперед. «Призрак мертв». «Нет», — мягко сказал Титан. «Но метка, которую он оставил на вас, очищена. Вы больше не маяк». Карисса вздохнула, дрожа. «Тогда он не может нас отслеживать». «Пока», — ответил Титан. Аурелия прошептала. «И что дальше?» Титан повернул глаза звезды к нам. «Призрак пожирает мысли, но боится единства. Стоя вместе, вы можете противостоять ему». Далтон кивнул с уважением. «А вы?» «Мое время закончилось». Голограмма склонила голову. «Но ваша раса, возможно, еще выживет». Свет погас. И Титан, одно из последних эхо падшей империи, исчез навсегда. Последнее слово. Мы долго стояли в тишине. Наконец, Далтон нарушил ее. «Мы расскажем командованию все, кроме того, что они использовали бы, чтобы начать еще одну войну». Карисса слабо усмехнулась. «Значит, почти все».
Фэй закрыла консоль. А копье? Карисса подняла оружие. Оно стало тяжелее. Грустнее. Но все еще живое. Оно остается со мной, тихо сказала она. Призрак может вернуться. И я буду готова. Далтон похлопал меня по плечу. А ты? Голова все еще болела, но мысли были ясны. «Я больше не боюсь тьмы», — сказал я. Карисса слабо улыбнулась. «Хорошо. Потому что теперь тьма боится тебя». Мы оставили Иджис Краурн позади, дрейфующую в звездной пустоте, снова тихую, но в покое. И борьба человечества только начиналась. Спасибо, что слушали «Мир научной фантастики». Если вам понравилась история, ставьте лайк, оставляйте комментарий и подписывайтесь на канал. До следующего раза. Смотрите на звезды и помните, даже в самых далеких галактиках семья делает нас людьми.